Прежде всего хочу попросить, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал, посвященный играм. Там будет информация как по ретро-играм, так и новости современной игровой индустрии. Ссылку вы найдете в описании или закрепленном комментарии. А в этом выпуске хочу рассказать обо всех играх серии Турок. Начнем. Turok Dinosaur Hunter, 1997 год. Turok Dinosaur Hunter — это культовая видеоигра, выпущенная в 1997 году для консоли Nintendo 64. Она сочетает в себе элементы шутера от первого лица, приключенческой игры и научной фантастики. Разработана студией Acclaim Entertainment. Игра заняла важное место в истории видеоигр, благодаря своей инновационной графике и динамичному игровому процессу. Идея создания игры Turok возникла в Acclaim после того, как компания приобрела права на адаптацию одноименной комикс-серии, созданной Джимом Клинсом и Дином Мейерсом. Оригинальные комиксы Turok выходили с 1950-х годов, и их сюжет вращался вокруг индейца по имени Turok, который воюет с различными видами динозавров и других опасных существ в загадочном мире, напоминающей доисторическую Землю. Однако для игры было решено разработать совершенно новый, более современный сеттинг и персонажа, оставив в основе концепцию борьбы с динозаврами, но добавив элементы научной фантастики и фэнтезийных миров. Игра использовала мощный графический движок, специально разработанный для Nintendo 64, что позволило Turok продемонстрировать потрясающие для того времени 3D-эффекты и ландшафт. Инновационная графика была одной из главных особенностей, которая привлекала внимание игроков. Особенно выделялись динамичные эффекты освещения и тени, а также плавные анимации движений персонажа и окружающего мира. На момент выхода Turok Dinosaur Hunter игровая индустрия только начинала осваивать возможности 3D-графики. На Nintendo 64 было относительно мало игр, использующих такие возможности, и Turok стал одной из первых игр, где максимально использована мощь консоли для создания живого и подробного мира. Turok Dinosaur Hunter — это шутер от первого лица, но он отличается от большинства игр того времени своей более открытой структурой и исследованиями. Игроки управляют Туроком, сражающимся с динозаврами и другими врагами, включая мутантов и вражеских существ, в мире, полном древних технологий и магии. В игре присутствует разнообразное оружие, включая традиционные пистолеты и винтовки, а также более экзотические и фантастические устройства, такие как лучевые пушки и самонаводящиеся ракеты. Однако центральное место в арсенале занимают стрелы и луки, которые использует сам Turok. Враги обладают различными уровнями сложности, что делает каждую встречу уникальной и интересной. Turok Dinosaur Hunter был встречен положительными отзывами как критиками, так и игроками. В первую очередь хвалили графику. Игра продемонстрировала для своего времени невероятно детализированную 3D-графику и захватывающую атмосферу, которая помогла игрокам полностью погрузиться в мир динозавров и фантастических существ. Оригинальный саундтрек, выполненный в стиле джунглей и приключенческой тематики, хорошо дополнял атмосферу игры, а звуковые эффекты подчеркивали напряжение и динамичность боевых сцен. Игра была номинирована на несколько наград и удостоилась признания за свои инновации в области графики и игрового дизайна. Turok 2 Seeds of Evil, 1998 год. Turok 2 Seeds of Evil — это продолжение успешной игры Turok Dinosaur Hunter. Эта игра улучшила и расширила многие аспекты своего предшественника, став одной из самых популярных и высоко оцененных игр на платформе. Она была разработана Acclaim Entertainment и использовала более продвинутую графику, а также добавила новые элементы геймплея, которые укрепили ее позиции в игровом мире. Процесс разработки Turok 2 Seeds of Evil начался вскоре после релиза оригинальной игры, и большая часть усилий была направлена на улучшение графики и разрабатываемых уровней. В отличие от первой части, в Turok 2 был разработан более усовершенствованный графический движок, что позволило добиться более детализированных текстур, улучшенных моделей персонажей и анимаций. Игра использовала технологии, которые сделали ее одним из самых красивых проектов на платформе на момент ее выпуска. Также одним из самых главных нововведений было улучшение искусственного интеллекта врагов. В отличие от первой части, враги стали умнее и разнообразнее.
В частности, были добавлены сложные анимации и поведение, что делало каждую встречу с врагами более разнообразной. В игре появилось больше оружия. Одним из нововведений, которое принесло новую волну популярности игре, стал многопользовательский режим. Он позволял игрокам сражаться друг с другом в различных аренах. Это стало одним из первых крупных многопользовательских режимов в играх того времени и позволило Турок 2 оставаться популярным. Игрок вновь берет на себя роль Турока. Он сражается с различными видами врагов, включая динозавров, мутантов и других фантастических существ. Сюжет игры намного более сложен и многослойный по сравнению с первой частью. Уровни в Турок 2 стали гораздо более линейными и разнообразными. В отличие от открытых исследовательских уровней первой части, теперь присутствует больше небольших суженных территорий, что позволило сосредоточиться на динамических сражениях и использовании различных оружий. Однако при этом сохранялась возможность исследовать мир игры, открывать новые секреты и бонусы. Турок 2 Seeds of Evil был встречен положительными отзывами как критиками, так и игроками. Игра была признана значительно более сложной и глубокой, чем ее предшественник. Оценки за графику были исключительно высокими, и многие рецензенты отмечали, что игра продемонстрировала значительный прогресс в области 3D-графики по сравнению с первой частью. Одним из самых ярких аспектов игры стал многопользовательский режим. Это добавило игре длительного игрового времени, так как игроки могли наслаждаться сражением друг с другом, используя весь арсенал оружия и карт. Турок 2 Seeds of Evil укрепил репутацию серии и стал одним из самых популярных проектов на Nintendo 64. Его успешный многопользовательский режим оказал влияние на развитие многопользовательских шутеров на консольных платформах. Турок Rage Wars, 1999 год. После успеха Турок 2 Seeds of Evil, который получил хорошие отзывы как за одиночную кампанию, так и за многопользовательский режим, Acclaim Entertainment решила продолжить серию с акцентом на многопользовательские бои. Турок 2 Rage of Wars не имел традиционной одиночной кампании, что стало его отличительной особенностью. Вместо этого разработчики сосредоточились на создании аркадного шутера с множеством карт и многопользовательских режимов. В отличие от предыдущих игр серии, где акцент был сделан на исследованиях и одиночных миссиях, в Rage Wars каждый уровень был построен для динамических схваток с врагами. Сражения проходили в закрытых ареноподобных локациях, где игроки могли сражаться друг с другом или компьютерными врагами в различных игровых режимах. В игре присутствовало большое количество оружия, включая пулеметы, взрывчатку, энергетические пушки, а также совершенно новые типы оружия, такие как ракеты и пистолеты с улучшенными боеприпасами. Для каждого оружия были различные улучшения, что давало игрокам возможность менять тактику на ходу в зависимости от ситуации. Турок Rage Wars был встречен смешанными отзывами от критиков и игроков. Одной из причин это было решение фокусироваться исключительно на многопользовательском контенте, что могло не понравиться поклонникам традиционных одиночных кампаний. Турок Rage Wars оказал влияние на дальнейшее развитие многопользовательских шутеров на консолях. Несмотря на смешанные отзывы, игра оставила след в истории благодаря своим инновационным многопользовательским режимам и глубокому арсеналу оружия. Турок 3 Shadow of Oblivion, 2000 год. Турок 3 Shadow of Oblivion — это шутер от первого лица, выпущенный в 2000 году для консоли Nintendo 64. Эта игра стала третьей в основной серии Турок, продолжая сюжет, начатый в Турок 2 Seeds of Evil, но с новыми элементами геймплея, которые были ориентированы как на одиночную кампанию, так и на многопользовательский режим. В отличие от своего предшественника, Турок 3 был значительно менее амбициозным в плане визуальных улучшений и экспериментировал с игровыми механиками, что вызвало как положительные, так и негативные отзывы. Турок 3 Shadow of Oblivion был разработан студией Acclaim Entertainment. Изначально был выпущен на платформу Nintendo 64. Создание игры прошло на фоне растущей популярности шутеров от первого лица на консолях. После успеха Турок 2 Seeds of Evil разработчики решили продолжить историю. В
Турок 3 игроки снова выступают в роль Турока, но теперь основное внимание уделяется не только ему, но и новым персонажам. В частности, в игре можно играть за Адама, младшего брата Турока, и за Женевьеву, его союзницу, что позволило добавить разнообразие в игровой процесс и новую динамику. В центре сюжета лежит загадочная сила, известная как Тень Забвения, которая угрожает разрушить миры. Несмотря на то, что графика игры в Турок 3 не была столь революционной, как в Турок 2, она все же была улучшена по сравнению с предыдущими частями. Используемый движок позволял отображать более детализированные текстуры, а также улучшенный эффект освещения и теней. Однако Nintendo 64 в тот момент становилась уже устаревшей платформой, что ограничивало возможности для более существенных визуальных улучшений. Турок 3 Shadow of Oblivion была встречена смешанными отзывами как от критиков, так и от игроков. Хотя игра сохраняла многие положительные черты предыдущих частей, такие как динамичные сражения и обилие оружия, она также имела несколько проблем, которые не позволили ей достичь того же уровня признания, что и ее предшественники. В итоге Турок 3 стал своего рода финальной главой в оригинальной трилогии, завершив сюжет о борьбе с Тенью Забвения. После выхода игры серия не получила дальнейшего развития на Nintendo 64 и ушла на паузу до появления следующих попыток возрождения бренда в виде Турок Evolution и Турок 2008 для других платформ. Турок Evolution 2002 год. Турок Evolution — это шутер от первого лица, выпущенный в 2002 году для консолей PlayStation 2, Xbox и GameCube, а также для ПК. Игра является перезапуском серии Турок и представляет собой приквел к оригинальной Турок Dinosaur Hunter. В Турок Evolution разработчики попытались обновить серию с учетом новых технологий, добавив новые элементы геймплея, улучшенную графику и более современный подход к боевой механике. Но несмотря на все усилия, игра не смогла добиться того же уровня признания, что ее предшественники. Турок Evolution была разработана студией Acclaim Entertainment, а ее разработка началась в конце 2000-х. Acclaim решила заново попробовать свою удачу, обновив серию для новых платформ и использовав возможности современных консолей. Игра перенесла действие в эпоху до того, как Турок стал героем, и раскрыла больше деталей о его жизни и его противниках. Турок Evolution был встречен критиками с умеренно положительными и смешанными отзывами. Игра получила похвалу за улучшенную графику, разнообразие оружия и необычные идеи, но также подверглась критике за некоторые проблемы в игровом процессе и за слабый сюжет. Несмотря на попытки обновить серию и внедрить новые элементы, игра не смогла достичь того же уровня успеха, как ее предшественники. Турок 2008. Турок 2008 — это перезапуск известной серии Турок. Разработана она была студией Propaganda Games, изначально выпущенной компанией LucasArts, для консолей PlayStation 3, Xbox 360, а также для ПК. Игра представляет собой шутер от первого лица с элементами экшен и научной фантастики, продолжая традиции франшизы, но при этом предлагая более современный подход к геймплею, графике и сюжету. Несмотря на значительные усилия, игра встретила противоречивую реакцию как от игроков, так и от критиков. После не очень успешных попыток перезапуска франшизы в виде Турок Evolution и Турок Rage Wars, компания LucasArts решила перезапустить серию, создавая совершенно новый взгляд на историю Турока. Основной акцент был сделан на улучшении графики и игровых механик, а также на создании более зрелого и глубокого сюжета. Игра использовала движок Unreal Engine 3, который позволил достичь хорошего качества графики и эффектов освещения для своего времени. С точки зрения механики, в игре была сделана ставка на реализм боевых действий, включая использование различных видов оружия, а также возможности взаимодействовать с окружающим миром. Сюжет игры крутится вокруг Турока, который является бывшим членом элитной военной группы, а теперь охотится на динозавров. Он попадает в мир, где сталкивается с различными существами, от враждебных наемников до гигантских динозавров. В Турок 2008 был улучшен искусственный интеллект врагов, что позволяло им действовать более умно и слаженно и создавать сложности в боях. Например, враги могли действовать в группах, использовать тактику обхода или укрытия, а также преследовать игрока по всему уровню.
В игре предложено несколько разнообразных локаций, от густых джунглей и болот до мрачных подземных комплексов. В отличие от предыдущих игр серии, в Turok 2008 внимание уделялось исследованию мира, где игроки могли находить скрытые объекты, секреты и дополнительные миссии. Несмотря на это, уровни оставались достаточно линейными, что ограничивало степень свободы в исследованиях. В игре был также доступен многопользовательский режим, который поддерживал до 16 игроков. Turok 2008 была встречена противоречивыми отзывами как от критиков, так и от игроков. Хотя игра имела многие современные механику и красивую графику, она также подверглась критике за некоторые недостатки, которые снизили ее привлекательность. После Turok 2008 серия вновь ушла на паузу, и франшиза больше не получала крупных перезапусков или продолжений. Turok 2015. Turok 2015 — это ремастер классических игр серии Turok, выпущенных в 2015 году для ПК через платформу Steam. Игра состоит из двух частей — Turok Dinosaur Hunter и Turok 2 Seeds of Evil, улучшенных с точки зрения графики и игровых механик, чтобы соответствовать современным стандартам. Это не новый перезапуск серии, а обновленная версия оригинальных игр, созданная с учетом современных технологий. Игровой процесс в целом сохранил свой классический вид, но был улучшен некоторыми дополнительными функциями. Как и в оригинальных играх, в Turok игроки отправляются в мир, населенный динозаврами, мутантами и другими фантастическими существами. Первая часть Turok Dinosaur Hunter сосредоточилась на путешествии через разнообразные локации, где Turok должен был сразиться с динозаврами, а также с более мистическими угрозами. Во второй части Turok 2 Seeds of Evil сюжет усложняется и включает элементы научной фантастики, где Turok должен победить инопланетные расы. Turok 2015 стал важным шагом в сохранении наследия серии и позволил новым поколениям игроков познакомиться с классикой видеоигр. Хотя игра не привлекла слишком много нового внимания и не возродила франшизу, как это планировалось, она все же стала своего рода памятником старым играм, привлекая поклонников ностальгии и улучшенным графическими возможностями.